Минна коничева. Япония известна своим долголетием, а также уникальной системой страхования и медицины. Но как там все устроено? Сколько стоит сходить к врачу и что нужно знать иностранцу перед тем, как начать поход в больницу? Сегодня о медицине и многом интересном в данном видео. Подписывайся и обязательно ставь колокольчик, потому что есть еще масса других видео, которые скоро выйдут. Давайте начнем говорить о медицине японской на самом деле самого главного – это страхование. Обязательное страхование абсолютно всех жителей Японии, без разницы, будь ты иностранец или, допустим, ты японец, без разницы. Если вы долго проживаете в Японии, то так или иначе вам придется войти в эту систему страхования. И существует всего два типа страхования. Первый – это Shakai Hoken. В него вы можете войти, когда вы устраиваетесь на работу на полный рабочий день, и тогда за вас работодатель подает документы, и вы получаете такой Shakai Hoken. Второй тип страхования – это Kokumin Kenko Hoken. Это такое страхование, которое могут использовать абсолютно все другие люди. То есть, если у вас подработка, вы иностранный студент, самозанятый, без разницы, вы получаете вот этот Kokumin Kenko Hoken и пользуетесь им точно так же, как и Shakai Hoken. Разницы никакой. Разницы абсолютно в этом никакой, вы платите абсолютно одинаково стоимость взносов в страховую ежемесячно, да, вы одинаково абсолютно пользуетесь страховкой и разницы никакой нет. Но если вдруг вы решили, что вам страховка не нужна, вы не хотите ее получать, то будьте готовы оплатить огромные суммы за посещение врача или даже получение тех же таблеток. Это будут огромные суммы, которые на самом деле, скажем так, проще войти в страховую, чем оплатить эту огромную сумму, причем вы можете ходить туда не один раз в больницу, а несколько раз подряд. Пациенты со страховкой оплачивают всего лишь 30% от стоимости услуг, а также от стоимости полученных лекарств от врача. Да, даже на лекарства эта страховка также распространяется. Единственное, когда она не распространяется, это если вы идете в обычную аптеку и там решите купить какой-нибудь обезбол, например, или какое-нибудь противовирусное лекарство. Но заметьте, там будут все-таки дозировки чуть ниже, чем вам выдаст врач, а также они будут, как японцы говорят, йовай, то есть они будут намного слабее лекарств, если вы, допустим, их купите в другой стране, к примеру. Они будут слабее в Японии в обычной аптеке. Поэтому желательно за всеми лекарствами обращаться к врачу. Он выдаст вам хорошую дозу, правильную, и рассчитает время приема ваших таблеток так, чтобы вы вылечились. Теперь поговорим, как попасть к врачу в Японии. На самом деле в Японии нет такого понимания, как участковый врач или, допустим, поликлиника, к которой вы прикреплены. На самом деле в Японии вы можете пойти абсолютно в любую больницу, которую вы знаете или в которую вы хотели бы пойти. Разница только в том, что есть 4 типа больниц. Первый тип – это маленькие больницы, в основном чаще всего находящиеся в каком-нибудь торговом центре. Это больницы чаще всего встречаются с терапевтами или кошниками и обращаются туда по таким каким-то маленьким вопросам, незначительным, то есть где не надо проводить массу различных обследований, да, достаточно просто прийти и сказать врачу: у меня такая-то проблема, да, скорее всего врач посмотрит, решит та или не та и выдаст вам таблетки. Если это вопрос примерно такого характера, то достаточно будет пойти в такую небольшую маленькую больницу. Второй тип – это когда средняя больница, которая имеет свое отдельное здание. В этой больнице все абсолютно врачи практически есть, да, но иногда оборудование может быть немножечко устаревшим, либо, допустим, такой терапии они не производят, да. Такое часто встречается, допустим, у меня в моем случае я хотела проверить свой желудок и ходила в такую маленькую, среднюю больничку, да, и они сказали, что с анестезией они не делают, то есть они делают абсолютно, как вот раньше делали, да, зонд глотаешь и все хорошо, да, меня это не устроило, поэтому мне предложили пойти в более крупную больницу. Крупные больницы отличаются от университетских больниц, это самый топ, наверное, больниц в Японии. Топовые университетские больницы, в них попасть практически невозможно, там работают в основном профессора, которые прям при университетах что-то исследуют, новое оборудование какое-то есть, да, то есть если вы попадаете вдруг в университетскую больницу, вам очень крупно повезло, потому что не будет никаких проблем абсолютно с вашим здоровьем. Крупные больницы есть, это вот как раз в которую я попала, она довольно-таки крупная, там есть очень много различных специалистов, все специалисты высокого профиля, и в принципе можно за один день пройти абсолютно все обследование. Что у меня получилось? Я в один день прошла и
КТ сдала, также я рентген сделала в этот день, кровь сдала, там какие-то еще анализы сдала, и в этот же день, когда я попала к врачу, мне уже были все результаты, даже результаты крови. То есть все результаты в один день я могу получить в большой больнице. Но просто так в большую больницу ты не попадешь с улиц. То есть, если, допустим, вы ни разу не были в этой большой больнице, то вряд ли вы сможете в нее сразу попасть. На самом деле, для того, чтобы попасть в эту большую крупную больницу, вам необходимо Шоукайджо. Это такая бумажка, которая будет из маленькой какой-то больнички, да, переадресована в эту большую для того, чтобы проверить и провести обследование этого пациента. Допустим, маленькая больница, либо вот самые мизерные больнички, да, выдают такой листочек, и там будет написано, что пациент жалуется на то-то, то-то, необходимо провести то-то, то-то, в нашей больнице такого нет, и мы его перенаправляем к вам. Вот с этим листочком вы можете абсолютно бесплатно зайти в больницу уже, да, и пользоваться данной больницей потом в дальнейшем с какой-то другой проблемой уже к ней прийти. Если, допустим, вы сразу хотите в эту большую больницу, вам необходимо будет заплатить 5000 йен входного налога, можно так сказать, да, то есть это те деньги, которые нужны для того, чтобы зайти в эту больницу. Ну, как правило, это около 5000, да, это просто для того, чтобы зайти и начать лечиться в этой огромной больнице. В принципе, для кого-то эти деньги могут показаться очень дешевыми, да, маленькими, но для каких-то семей, допустим, это будет очень дорого, и они не смогут позволить себе зайти сразу в эту большую больницу с такой суммой. Если вы хотите сказать, что большие больницы, они будут стоить намного дороже лечения в них, чем в маленьких, это очень неправильное мнение. На самом деле большие больницы стоят столько же, все операции в них, да, все какие-то анализы и так далее, сколько в маленьких больницах. То есть оплата не будет разниться с маленькой больницей, с большой больницей. Вот, например, я уже сказала, что я пришла к врачу на посещение, да, я сделала КТ, я сделала рентген, я сделала анализ крови, я сделала еще один анализ, пришла обратно к врачу на прием в тот же день, и я оплатила всего лишь 9000 йен. И это уже идет со страховкой, которую я тоже входила. Я вхожу в Кокуминку Кенко Хокен, и она составляет всего лишь 30% от стоимости. То есть 9000 йен это 30% стоимости. Вот теперь посчитайте, сколько будет, если вы не войдете в страховку. В университетскую больницу попасть еще сложнее. Там нужно не только письмо рекомендательное, там еще нужно определенное основание для того, чтобы тебя взяли на прием в университетскую больницу. Но, в принципе, я могу говорить одно, что лучше потратить 5000 йен для входа в большую больницу, да, сразу, чем бегать по маленьким больницам или пытаться ломиться в университетскую больницу. Не вижу в этом на самом деле разницы, смысла и так далее. Большие больницы тоже хорошо довольно-таки работают, и стоимость не превышает стоимости маленьких или средних больниц. Также хочу заметить, что когда вы приходите на прием к врачу, он вас осматривает. И если, допустим, нужно просто лекарство получить, да, он выписывает определенный листочек, такую бумажечку, да, лекарства, и вы получаете его в аптеке, эти лекарства. И тогда такой прием будет составлять около 1000 йен, иногда даже и 500 йен может быть, если, допустим, вопрос довольно-таки простой у вас. Поэтому от 500, наверное, до 1000 йен это может быть прием у врача. Это уже с учетом страховки. Лекарства, выписанные вашим врачом, можно получить в специализированных аптеках. Это могут быть аптеки при больнице, либо вообще внутри больницы есть окошечко, которое называется а-ля аптека, которое вы можете там получить лекарства. Есть также аптеки, которые находятся рядом прямо с больницей, вы можете там получить. Либо вообще в другом месте, где написано, что вы можете получать лекарства из больницы, то есть по вот таким бумажечкам. Обычно стоимость вот таких лекарств тоже 30% от стоимости будет. То есть если вы пойдете, допустим, в обычную аптеку и купите там противовирусное лекарство, допустим, там, за 2000 йен, да, то если вы пойдете к врачу и возьмете лекарство, которое вам действительно нужно, которое вам подходит 100%, то оно может стоить и 500 йен, да, и 1000 йен. Все зависит от того, какое лекарство вам необходимо, какое лекарство посчитал необходимым принимать именно вам врач. То есть все равно это будет намного дешевле, чем пойти, допустим, в обычную аптеку купить там. Тем более, что имейте в виду, антибиотики, допустим, в обычной аптеке не продаются. Их нужно получать исключительно в больнице. Скорая помощь и госпитализация. На самом деле в Японии скорая помощь это очень интересный факт, потому что внутри скорой помощи нет ни одного врача или ни одного медсотрудника. Да, это просто, грубо говоря, такси для больниц. И не более того, если, допустим, вы упали, у вас какие-то травмы, да, мало ли какая-то ситуация у человека случилась, то никакой медицинской помощи внутри, скорой помощи внутри этой машины вам не могут оказать. Единственное, что могут, наверное, оказать, это
правильно вас положить, зафиксировать, допустим, максимум это дать кислородную маску, да, и поставить пульс, чтобы понимать, какое состояние у вас. Но, допустим, применить какие-то лекарства, либо сделать какую-то, допустим, мини-операцию, мало ли, да, мы все смотрим все эти фильмы, все эти сериалы с медициной, и, к сожалению, в Японии так не работает. То есть максимум вам могут оказать первую медицинскую помощь, это зафиксировать вас, допустим, при переломе, к примеру, или дать кислородную маску и поставить на давление, допустим, на пульс, чтобы проверять, какое ваше состояние сейчас. Как правило, такие скорые помощи, они очень сильно тормозят на перекрестках, ребят, то есть это у многих проблема такая, когда скорая помощь выезжает на красный свет, естественно, она будет подавать сигнал, да, там будут светиться, просить через рацию подождать всех остальных, и вот на этом перекрестке она будет крайне медленно ехать, ребят, это просто пытка, то есть она может проезжать перекресток, прям как вот в том мультике, да, когда этот ленивец пытается что-то сказать, вот примерно так скоро и проезжает в Японии перекрестки, то есть она никуда не спешит, это, конечно, минус, но плюс в том, что она приезжает сразу и отвозит в ближайшую больницу. В принципе, я думаю, на все про все может занять около 30 минут, максимум там 20 минут, то есть 20-30 минут это для того, чтобы до вас приехать, да, вас взять и привезти в больницу. Если вас госпитализировали, да, такого плана, то это будет в районе 10 тысяч йен стоить, да, уже с учетом страховки. Почему? Потому что это неотложная помощь будет какая-то, да, которую необходимо выполнить прямо сейчас срочно и всех остальных пациентов немножечко пододвинуть. То есть, грубо говоря, будет приоритетное к вам отношение. Также, допустим, часто бывает, вот у меня недавно произошло, что мне пришлось ночью ехать в больницу. На самом деле в Японии больницы работают, ну, до 7, где-то до 8 часов вечера, а после идет уже ночная смена, которую просто так попасть нельзя. То есть если у вас действительно какая-то острая проблема, с которой вам необходимо обратиться в больницу, тогда вас примут. И как примут? Вы приезжаете самостоятельно, либо привозят вас скоро, без разницы, и вы сидите в живой очереди. Как правило, есть больницы, которые принимают с вот этой проблемой, да, а есть больницы, которые не принимают с этой проблемой. Желательно звонить по телефону, который я укажу в описании к этому видео. На этом телефоне, если вы позвоните и попросите какой-то помощи, допустим, у меня там вот такая проблема, мне нужна больница, я живу там-то, там-то, и вам поищут больницы, которые находятся недалеко от вас и могут вас принять. Вам дадут название больницы, ее номер телефона, и вы можете уже после позвонить в эту больницу, сказать: я приеду, ждите. Такое тоже бывает, и оказывают на самом деле услуги, вот даже в этой экстренной помощи точно так же, как если бы вы пришли на прием. То есть разницы никакой нет. Давайте теперь поговорим о дорогостоящих каких-то манипуляциях. Например, это какая-то дорогостоящая операция, которая может потребоваться человеку. В Японии есть специализированные больницы, которые дают передовое какое-то лечение. Лечение того же рака или других каких-то заболеваний, например, сердца, они могут стоить десятки миллионов йен. Это около сотни тысяч долларов. Но система ограничивает максимально допустимую сумму оплаты пациенту, а для малообеспеченных семей вообще действует дополнительная помощь. Например, чаще всего расходы на подобное лечение не достигают более 1 миллиона йен, это около 7-6 тысяч долларов. Все остальное оплачивает уже государство, всю остальную сумму, которая требуется на лечение, оплачивает уже государство. То есть на самом деле, если человек заболел каким-то страшным заболеванием, к примеру, да, в Японии, во-первых, все лечится, то есть практически все виды болезней здесь вылечиваются, поддерживаются, и получается, что вы платите, да, 1 миллион, его можно, во-первых, разбить на несколько оплат, уже в рассрочку взять, да, к примеру, там в банке взять кредит на это, то есть это все возможно сделать, и лечение действительно будет эффективным. А всю остальную часть, допустим, если вам выписали чек, например, там на 10 миллионов йен, конечно, вы его не сможете заплатить, вы выплачиваете только 1 миллион, а всю остальную сумму уже оплачивает вам государство. Эта система специально для того, чтобы люди, независимо от их состояния и обеспеченности, могли позволить себе любое дорогостоящее лечение. Допустим, роды в Японии это не страховой случай будет, а все-таки больше как социальное событие. Поэтому страховка не покрывает полностью. Средняя стоимость родов это около 500 тысяч йен, это около 2-3 тысяч долларов. Если, допустим, это кесарево, то, конечно, будет цена уже выше, около 1 миллиона йен, но опять же есть некоторые нюансы. Государство предоставляет единоразовую помощь в размере 420 тысяч йен.
роды. Поэтому, если, допустим, роды стоили 500 тысяч, то ты получил 420 в итоге от государства, и ты оплатил за роды всего 60 тысяч йен. Это дешево. Если вы идете на кесарево и оплачиваете, допустим, 1 миллион йен, да, то 420 тысяч возвращается на ваш банковский счет. Кроме того, японские клиники славятся своим качественным подходом к послеродовому уходу. Мамам предлагают сбалансированное питание, какие-то массажи, а также обучают по уходу за малышом. Нередко в Японии, на самом деле, вы посещаете не одну больницу, а ходите в разные больницы и ищете своего врача, скажем так. На самом деле, действительно, в Японии есть такая схема, как больницы для того, чтобы получать деньги просто, да, то есть это выжимают деньги. Больницы есть такие, они будут плохо лечить, плохо ставят диагноз, и таких больниц, к сожалению, много. Я бы такую посещала один раз, мне очень не понравилось, конечно, у меня есть с чем сравнить. И есть такие больницы, которые, например, больше способствуют на вылечивание человека. Таких тоже больниц очень много, но нужно искать. То есть не надо упираться в какую-то одну больницу, потому что она рядом с домом, и вам удобно в нее ходить. Нет, это не значит, что она будет хорошая, и вас там 100% вылечит. Ищите свою больницу, ходите в разные больницы и ищите своего врача, с которым вы найдете общий язык, который вас поймет. Можно, кстати, ходить по рекомендациям, можно смотреть в интернете. Очень многие японцы пишут комментарии какой-то из больниц и уже говорят о том, что ой, в этой больнице хорошо, в этой больнице не очень. Конечно, только на комментарии основываться не стоит, все-таки свой личный опыт тоже очень важен. Поэтому, если вы чуть-чуть даже сомневаетесь в враче, либо в его компетенции, идите в другую больницу и пробуйте в другой больнице решить свой вопрос. Но японцы очень любят, на самом деле, еще и профилактику. Они не просто ходят постоянно по врачам, да, то есть, на самом деле, их много у врачей. Японцы часто ходят по врачам в больнице, но также они очень часто делают профилактики. Например, чаще всего они пьют такое средство, как кампо. Это традиционная китайская медицина. Это специальные травы какие-то, да, которые смешаны с лекарством и продаются в обычных аптеках. Такие компост чаще всего нужны для того, чтобы сбалансировать какую-то часть в организме, да, допустим, желудок, да, допустим, сердце, там, спокойствие, сон и так далее. То есть какие-то такие самые простые вещи, которые, ну, можно не ходить к врачу, а взять вот это компо, допустим, пропить его. Это довольно-таки популярно в Японии, и японцы часто к этому прибегают. Многие японцы очень любят онсен, они просто жить без них не могут. И пойти в горячую ванну посидеть для них считается это одним из признаков профилактики, да, каких-то заболеваний. Например, расслабление или, допустим, утоление боли в суставах. Они считают, что если разогреть тело, то боли в суставах могут быть ниже, либо вообще пройти. Также есть ежегодные осмотры каждого человека. Они приходят либо, допустим, если вы в компании работаете, да, по Шакай Хокен, то компания сама организует вот эту ежегодную проверку здоровья. Если, допустим, у вас Кукумин Кенко Хокен, к примеру, да, то тогда вам приходит такая бумажечка домой, да, что не хотите ли вы пройти полноценное обследование в этом году. Или, допустим, могут прийти другие какие-то бумажки, например, не хотите провериться, к примеру, на это заболевание, не хотите провериться на это заболевание. То есть у японцев от администрации всегда приходит какая-нибудь бумажка, что не хотите ли вы проверить свое здоровье, допустим, в этой области, в этой, или в целом пройти ежегодное полное обследование. Также, наверное, как уже многие, наверное, подумали, где найти англоговорящего специалиста. В больших больницах чаще всего есть такой специалист, который говорит по-английски. В маленьких, либо вообще в мини-больницах найти такого врача крайне проблематично. Поэтому пытайтесь искать уже сразу в крупных больницах, звонить, к примеру, им на регистратуру и задавать вопрос, есть ли англоговорящие сотрудники. Или вообще даже есть некоторые больницы, где общаются, к примеру, переводчик на другой язык, к примеру, не только английский. Есть там испанский, там немецкий. Даже в одной больничке я видела русский переводчик, да, человек, говорящий на русском языке. Я была очень удивлена, но, к сожалению, не воспользовалась этим и не смогу вам сказать о результатах такого опыта. В любом случае, вам необходимо просто позвонить в больницу, спросить, работает ли там англоговорящий сотрудник. Вы можете также говорить это на английском, вы можете говорить это на японском. А если вы не можете говорить это сейчас на японском, то я предлагаю вам пройти бесплатную консультацию по ссылке в описании к этому видео. И я вам подскажу, как можно начать учить японский язык сейчас, быстро и интересно. Ну а я с вами прощаюсь. Всего до скорого. Всем пока!